А сейчас нас ждет следующее путешествие, и мы отправляемся с вами в Италию. Если заглянуть в этот или в другой подобный ему квартал Неаполя, итальянцы – люди жизнерадостные по своей натуре. Одна из исторических достопримечательностей города. Добро пожаловать в Италию. Красивый язык, исторические центры, волшебная кухня, вино и солнце и эмоциональные итальянцы. Это канал «Я бы здесь жил». И мы начинаем. Да, действительно, вы на канале «Я бы тут жил». И я не просто так перешел на итальянский язык. Ведь мы на юге Италии. И чем дальше мы будем на этот юг спускаться, тем меньше вероятность, что нам потребуется английский язык. Ведь на юге он не в почете. Так давайте же вкусим юг Италии, такой трушный и настоящий. Для большинства туристов Италия по-прежнему это в первую очередь Рим, Флоренция, Милан, ну и, конечно, Венеция. То есть зажиточный, популярный и привычный большинству север. Мы же отправимся в путешествие по югу Италии, который не только беднее и депрессивнее, но и отличается укладом жизни, культурой, языковыми диалектами и, конечно, своей собственной историей. Южная Италия исторически это все земли бывшего королевства обеих Сицилий, о чем мы обязательно расскажем, но в другом выпуске. Итальянцы называют свой юг Mezzogiorno, дословно mezzo – пол и giorno – день. Сюда входят 8 регионов, чьи названия ласкают слух как песня. Сицилия, Сардиния, Калабрия, Кампания, Базиликата, Молизе, Абруццо и Апулия, куда мы с вами прямо сейчас и направляемся. Древний, паломнический, портовый, солнечный и самый крупный город в регионе – это, конечно же, его столица Бари. И если для своего отпуска вы выберете Апулию, то 99%, что первым городом, который вы увидите, станет, конечно же, он. Не обошла эта участь и нас. Сначала был перелет из Будапешта на бюджетном Wizz Air, потом маленький провинциальный аэропорт Бари, покупка билетов на электричку до центра города в интуитивно понятном автомате, 15 минут ожидания, томления и предвкушения. И, собственно, вот. Мы в городе Бари, самом крупном городе региона Апулия и столице этого региона. Население примерно 350 тысяч человек. Возможно, Бари и не настолько насыщен достопримечательностями, как многие другие города региона Апулия. Но мне кажется, сюда нужно приехать. А как вам такой формат, друзья? Как настоящий блогер, правда же? Ну ладно, поехали дальше. Я не лукавил, сказав о том, что Бари скуп на достопримечательности. Для столицы региона и 300-тысячного города их здесь, мягко говоря, немного. Буквально можно пересчитать по пальцам одной руки, что мы с вами и сделаем. Какое яркое апулийское солнце, но речь-то не об этом. А? Слышите эту музыку? Прекрасно. Перфетто. А мы дошли до Нормандского замка. Вот оно. Приземистый, мощный такой, который когда-то стоял на берегу моря. Вот где-то здесь уже была береговая линия морская. Сейчас только осталось асфальтовое море. Построен в 12 веке Роджером II, сицилийским правителем. Вход 6 евро с человека. Есть лишние 12 евро, пожалуйста, зайдите, погуляйте. Нет, идите в пиццерию, закажите пиццу на эти деньги, по бокальчику вина и посмотрите на замок со стороны. Тоже очень даже неплохо. На горизонте у нас театр Маргарита, который был построен в 1914 году. Архитектура здания выполнена в стиле модерн, но интересен он тем, что построен на сваях. И это была не прихоть, а вынужденная необходимость, чтобы не нарушать договор, заключенный между городом и влиятельной семьей Петруцелли, построившей ранее свой собственный театр. По этому договору не разрешалось строить какие-либо другие театры на общей земле города. Именно так была придумана хитрость со сваями. А вот и, собственно говоря, сама базилика Святого Николая. Там хранятся мощи этого святого.
А по вторникам, если не ошибаюсь, и по четвергам здесь проходят вообще службы на русском языке. Вот такие вот дела. Но сегодня понедельник. Это место наверняка вызовет интерес не только у паломников или людей, увлекающихся историей, но и обычных путешественников. Ведь согласитесь, как здорово в знойный день зайти в прохладу древних сводов и послушать поистине проникновенное пение хора. Забегая вперед, скажу, что мы побывали в десятках храмов по всему югу Италии, но нигде не слышали такого душевного исполнения, которое резонировало бы с внутренним мироощущением, или, если хотите сказать, с душой. Собор Святого Николая – это главная христианская Мекка в Италии. Можно сказать больше. Львиная доля туристов приезжает в этот город только ради возможности побывать в стенах храма. И я их вполне понимаю. А если обратить внимание на декор храма, то можно найти схожесть с византийским стилем. И это действительно так. Ведь рельефы, капители и карнизы заимствованы с более древних византийских построек. В городе осталось еще буквально несколько достопримечательностей, о которых мы не успели рассказать. И на этом месте возникает резонный вопрос: чем еще заняться в баре? Друзья, не забывайте, что мы в Италии, и тут не обязательно искать какие-то артефакты и объекты культурно-исторического наследия. Сами улицы и жизнь на них – это и есть главный артефакт и квинтэссенция самой Италии, порой дающая куда больше эмоций, чем рассматривание руин. Друзья мои, за моей спиной такие занавесочки. Это чисто апулийская традиция. Не закрывать двери, а просто прикрываться занавеской. Если заглянуть, мы увидим, как сейчас там, не знаю, что-то готовят или накрывают на стол. Вот так вот, друзья мои. Еще одно место, которое нельзя обойти стороной, это рыбный рынок, где куда больше той самой настоящей Италии, чем в переполненных до краев туристами улицах старого города. Утром рыбаки устраивают тут настоящее шоу по продаже и разделке морских гадов. Это единственное в мире место, где можно стать свидетелем древнего ритуала завивки осьминогов. Это весьма жестокий ритуал пришел из глубины веков и сохранился по сегодняшний день. Рыбаки, выловив осьминогов вручную, отбивают их о землю или о скалы. Говорят, что для этого требуется ровно 99 ударов. Когда-то паром связывал итальянский Бари и черногорский город Бар. И нашим туристам можно было в рамках там отдыха в Черногории без визы посетить итальянский Бари на пароме. То есть покупаешь билеты просто в Черногории, садишься на паром, приезжаешь, день гуляешь и обратно. Представляете, раньше можно было без визы посетить Италию. Это же вообще... Как все было близко. А если среди вас есть те, кто верит в теорию мультивселенных, то можно чуть-чуть пофантазировать и представить, что в одной из вселенных или всеми вытекающими и мы, то есть они, могут позволить себе путешествовать по Италии и по всей Европе без виз. Такая незначительная мелочь, но, согласитесь, было бы неплохо. Ну а мы мчимся навстречу новому городу. Боже, храни итальянские железные дороги за их удобство, пунктуальность и разветвленность. Но правда, чтобы добраться до следующего города, нам потребуется еще 15 минут потрястись на маршрутке. И вот за окнами на нас наступают белые стены такого же белого города Астуни. Если посмотреть на Астуни со стороны и включить немного фантазии, то можно найти схожесть с городом Минастирит из экранизации «Властелина колец». Ну а если кто-то из вас не любит фэнтези, то наверняка разглядит арабский стиль в этих белых стенах и домиках. Древний народ Месапов, происхождение которого неизвестно, заложил на месте современного города первую деревню примерно в 7 веке до нашей эры. В 3 веке до нашей эры Астуни завоевали римляне, но потом его постигла судьба большинства южноитальянских городов, и его захватывали остготы, сарацины и византийцы. В 876 году здесь укрылись монахи ордена святого Василия Великого из Сирии и Египта. Спасаясь от иконоборчества, они нашли убежище в местных пещерах и посвятили себя ремеслам и сельскому хозяйству. Это стало существенным вкладом в становление некоторых видов земледелия, как, например, выращивание оливковых, что по сей день является одним из основных видов деятельности в этих местах. Джорджо Армани однажды назвал Астуни самым красивым городом в регионе, и ему охотно поверили, жители Астуни так точно. И если когда-нибудь вы скажете какому-нибудь итальянцу, что собираетесь в Астуни, он наверняка скажет «А, ля читтà bella». Даже не так, «А, ля читтà bianca», что означает «О, это белый город».
И рано или поздно, гуляя среди всей этой ослепительной белизны, каждого путешественника должна посетить мысль: а почему, собственно, Астуни стал белым городом? Белизна города, которая так привлекательно смотрится, связана с весьма печальными событиями. Свой нынешний цвет город приобрел в 17 веке, когда этот регион выкашивала чума, и жители города для того, чтобы продезинфицировать свои дома, выкрасили их самым известным антисептиком – обычной известью. Таким образом, Астуни стал белым городом. Примерно на этом месте мы должны были рассказать вам о самой известной достопримечательности региона Апулия. Вот таких вот сказочных домиках Трулли, которых, кроме как в этом регионе, вы нигде не встретите. Должны были рассказать, но не расскажем, потому что поездка в соседний городок не состоялась. А причина простая и прямолинейная: мы не успели поменять деньги. По обстоятельствам, не зависящим от нас, мы собирались в Италию в спешке, а наличные были только в старых добрых долларах, что само по себе создает неудобства и проблемы в путешествии по Европе. В Астуни мы оказались в пятницу после обеда. А представляете, что такое пятница после обеда в маленьком южноитальянском городке? То, что мы обосрались, это ты будешь вставлять видео, да? Друзья мои, а сейчас я расскажу, как мы брались в поездке в Италию. Мы с собой взяли только доллары. Ни один банк в Италии, ну, по крайней мере на юге Италии, в выходные не работает. Все люди как люди отдыхают. И мы не можем поменять доллары. Вообще был абсурд взять с собой только доллары. Казалось бы, едем в Европу, так нахрена же брать? И сейчас мы имеем впереди выходные, в которые мы собирались поехать, еще несколько городков, и 20 евро. Поэтому мы никуда не едем, мы остаемся здесь и выходные выживаем на 20 евро. На 20 евро. На 20 евро. Впереди суббота и воскресенье. За эти выходные мы успели обойти город по периметру добрую дюжину раз. Пройтись под 100 раз по всем улицам старого города. Посетить, наверное, все церкви, что есть в Астуни. И сфотографировать все более-менее значимые архитектурные объекты. А за моей спиной собор Девы Марии, его местные называют просто Ассунта. Если вы обратите внимание на вот эту большую круглую цельнокаменную розу, где изображен Христос в окружении херувимов. Так вот, эта роза вторая по величине в Европе. То есть в таком маленьком городке, как Астуни, такой значимый объект. Какой бы хотелось сделать вывод? Астуни маленький, фотогеничный, уютный и до блеска начищенный городок, где создаются все условия, чтобы туристу было комфортно. Он прекрасно подойдет для каких-нибудь свадебных фотосессий, но смысла оставаться здесь больше, чем на сутки, пожалуй, нет. На третий день нашего пребывания в белом городе мы, честно сказать, заскучали. Пришлось выйти за стены в окружающий город оливковые рощи и заросли кактуса, чтобы немного заняться собирательством и хоть как-то скрасить свой досуг. Плоды кактуса. Hello, hello. Вот это плоды кактуса. И в свое время, когда мы были в Италии, мы покупали их в магазине и ели. Очень вкусно. И главное правильно почистить, потому что они все в мелких шипах. Так великолепно пахнет. Понюхайте. Я зрителям говорю. Да? Классно пахнет. Да. По 3 евро. А мы бесплатно нарвали вдоль дороги. Ну что же, друзья, давайте продолжим тему и постараемся выяснить, возможно ли в голодающей и загнивающей Италии прожить 2 дня на 20 евро. Хотя, взирая на эту нависающую над тобой стену макарон, ответ должен быть уже очевиден. Но все же я предлагаю провести следующий эксперимент. Давайте соберем продуктовую корзину для простенького и легкого в приготовлении ужина. Привычная всем курочка с макаронами и сыром. А также с душистым паршутто и баночкой из спелых оливок на закуску под бутылочку местного вина. Отправляемся в ближайший магазин, где среди пустых, как глазницы заброшенных домов полок, постараемся отыскать все необходимые ингредиенты. Филе курицы 500 грамм, что обойдется примерно в 5 евро. Упаковка макарон Барилла, который в среднем стоит здесь 80 центов. Твердый сыр пармиджано или гран падано, 300 грамм которого обойдется примерно в 2,5 евро. Баночка оливок за 1 евро. Небольшая упаковочка свежайшего, как октябрьские ночи над Апулией прошутто, 1 евро. Бутылочка не самого дорогого, но неплохого итальянского вина, 2 евро. А теперь подведем итог нашего шопинга. И хотите верьте, хотите нет, но все это обошлось нам в 13 евро, что эквивалентно 1000 гульденов. Ну а нам осталось только приготовить всю эту прелесть.
Вот и наступил последний вечер в Астуне. Город погрузился в теплый южноитальянский сумрак. И нам пора ложиться спать, ведь рано утром нас ждет поездка в еще один город региона Апулия. Мы отправляемся в город Таранто, до которого можно добраться за пару часов на все тех же поездах Трен-Италия с пересадкой в городке Бриндизи. Всем привет, друзья! Мы могли бы оказаться в роскошном Лечи, столице южноитальянского барокко. Могли оказаться в туристической Матере. Но обстоятельства внесли коррективы в наше путешествие, и мы в брутальном промышленном городе Таранто, который в древние времена называли Торрент. Это эдакий итальянский Челябинск. Здесь ужасная экология, одна из самых худших в Италии. Город считается депрессивным, старый город в печальном, удручающем состоянии. Про Торрент говорят, что Торрент был бы прекрасен, если бы не тарантийцы, то есть местные жители. Более того, в 2005 году мэра Торрента посадили в тюрьму за какие-то махинации с мусоросжигательным заводом. Признаюсь честно, что после знакомства с настолько негативными отзывами на семейный совет выдвигалось предложение даже объехать Таранто стороной. А тем временем, по мере нашего приближения к Таранто, воображение все ярче и ярче рисовало примерно такие картины. И каково было наше удивление, когда мы увидели красочный, утопающий в солнце живой, с разнообразной архитектурой и вездесущим итальянским колоритом город, да еще и на берегу моря. Торрент, или по-гречески Тарос, основан в 700 году до нашей эры, изгнанным из Спарты вождем Фалантом и его людьми. Торрент всегда считался одним из самых значимых городов Великой Греции. В 272 году до нашей эры Торрент был вынужден сдаться Риму после знаменитой Пирровой победы, когда греческий царь Пир бежал в Грецию, оставив свои войска на растерзание врагу. История Торрента уникальна тем, что целых 3 раза в разные временные отрезки население этого города полностью обращалось в рабство. Вернемся к более современной истории города. В 1940 году в великолепных бухтах Таранто размещался мощнейший итальянский флот, при помощи которого Муссолини мечтал превратить Средиземноморье в Маре Нострум, наше море для итальянцев. Но английские бомбардировщики с Форт Фиш, взлетевшие из подкравшегося к Таранто авианосца, утопили сразу 3 итальянских линкора, таким образом поставив крест на мечтах диктатора. От древнегреческого наследия Торрента осталось всего 2 колонны, предположительно от храма Посейдона VI века до нашей эры. Конечно, досадно, что от одного из самых мощных городов Великой Греции остались всего 2 колонны, которые, тем не менее, являются одним из главных символов города. Куда больше архитектурного наследия осталось от эпохи Муссолини, чей стиль узнаваем, в каком бы городе Италии вы ни находились. Разбирающиеся в архитектурных нюансах люди видят здесь смесь Древнего Рима и Египта с конструктивизмом 20-30-х годов. А самым ярким примером такого стиля в Таранто является Дом правительства 1934 года постройки. Вот этот замок, который называется Кастелло Араганезе, считается одним из самых красивых замков на всем юге Италии. Морской свежий бриз немного испортил наш удачный кадр с рассказом о Кастелло Араганезе, Арагонской крепости, которая по одной из версий является самой красивой крепостью на юге Италии. Сейчас внутри этой крепости находится военный музей, куда можно попасть совершенно бесплатно, но по предварительной записи. Собор Сан-Катальдо, построенный в X веке, является старейшим собором во всей Апулии. Зажатый стенами старого города собор с виду кажется очень компактным и не производит какого-то величественного впечатления. Но попадая внутрь, границы эпох и времен стираются. Тут вам древние колонны, статуи, мраморные капеллы 1650-х годов, остатки нормандской мозаики на полу, деревянный кессонный потолок с золоченными статуями-мадоннами. Увидев все это, можно спокойно выдохнуть и сказать себе: теперь-то я точно был в Италии. Старый город Торрент расположен на небольшом острове, всего 900 метров в длину и 250 метров в ширину. Тут всего 3-4 улицы. В древние века он существовал именно на этом небольшом островке. И уже в 18-19 веках осваивались новые территории, и Торрент разросся.
Такой страшный снаружи, но такой атмосферный и душевный внутри. Это все про старый город Таранто. Именно об этом месте были самые негативные отзывы путешественников. Их вполне можно понять, ведь кому-то по душе, когда все строится вокруг туриста, и вы оказываетесь в эпицентре одного большого спектакля. Ну, наверняка среди вас найдутся и те, кто ценит ту самую нетуристичность, о которой я говорю почти в каждом выпуске. И это история про старый город Таранто, где жизнь тянется по своим законам, и наличие в ней очередного человечка с рюкзаком никак не повлияет на ее неспешный ход и ритм. Друзья мои, мы в университете города Таранто. Вот в таких условиях учатся студенты. В таких роскошных заведениях. Представляете, как приятно ходить в университет учиться? Вот университетский кафетерий. И вот так вот, гуляя по старому городу, мы наткнулись на университет. Я уверен, что при желании мы могли бы зайти и в аудиторию, и даже в преподавательскую. И никаких вам турникетов, заграждений и хмурых лиц охранников. В качестве небольшого резюме по Таранто. Я очередной раз убеждаюсь в простой истине, что 100% доверять отзывам в таком многогранном ремесле, как путешествие, ни в коем случае нельзя. Ведь здесь слишком много производных. В нашем случае все сложилось в прекрасную картину, где было море, солнце, приветливые пару раз помогавшие нам советами жители, вкусная и недорогая кухня и разноплановая архитектура. И вот вам, пожалуйста, позитивный город Таранто. Но Таранто живой, настоящий город. Вот он именно настоящий город. Это настоящая Италия. Это не те места, где все строится вокруг туриста. Нет, здесь жизнь идет своим чередом. И в этом его главный кайф. Нам Таранто безумно понравился. А писателям отзывов, которые пишут о Таранте, даже не купить магнитик, что здесь самый плохой старый город вообще во всей Италии, самый неухоженный. Да вы ни хрена не были, наверное, в Таранте. Свободно. Вот, видели магнитики? Провожаем закат солнца в Таранте. Вспоминаются слова песни, только песня про Соренто. Помните, да? Поздний вечер в Соренто. А можно перефразировать? Поздний вечер в Таранто. На твоих ресницах иней, и часы пробили осень. Полночь скроет в небе синим рейс 1548. Ну а мы продолжаем свое путешествие по югу Италии и движемся в регион Калабрия, в котором встретимся с вами уже в следующем выпуске. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте, как говорится, лайки, ведь нам еще есть что рассказать. А самое главное, берегите себя. О вашем ожидании автобуса. Это Италия, друзья. Приходится полчасика-часов подождать. Но за это время можно выучить новые слова, новые комбинации, вспомнить времена и спряжения. Так что с пользой и с позитивом. Мы прощаемся с Тарантом И скажем ему «Буона фортуна».